когда человек чего-то не знает, он боится, это заводит его в тупик. Я всегда думал, знаете, что ВИЧ это не про меня, что я никогда не заболею ВИЧ и всю жизнь буду здоровым человеком. И там пришел, там был шок. То есть, я не знаю, месяц, может быть, 1,5 месяца было очень много мыслей в голове о том, как я буду жить дальше. Ведь я мужчина, и я хочу, чтобы у меня была жена, были дети и была бы семья. Был момент, когда я не понимала, что делать. Был момент растерянности, когда я просто закрылась дома, и мне не хотелось никого ни видеть, ни слышать. И тогда это был даже испуг какой-то. Я просто осталась наедине с собой. Я понимала, что нет человека, вообще нет существа, которое может в данный момент мне помочь. Я помню, обратилась к врачу, и туда меня привела медсестра, которая знала о моем статусе. Она привела меня к зубному и предупредила ее: здесь ВИЧ-инфекция, пожалуйста, будьте осторожны. Meil on ruumi vähe, meil on närvid täielikult läbi. Ainukene eraldatud koht on WC. Ja kui me võtaksime mingit krediiti, siis me ei ole kindlad, et me saaksime seda kunagi võib-olla ära maksta, sellepärast et me ei tea tulevikku. No ei tahaks nagu elada, aga see surm ei tule. Mitte kuskilt otsast ei tule. Ja teen kõik, mis võimalik, et oleks nagu midagi natuke elamisväärsemat. Kuigi ausalt öeldes see elamisväärne meie olukord ei ole. Я работаю равным консультантом в городе Нарва. И в последнее время очень часто обращаются молодые девушки с ВИЧ-инфекцией, которые по советам врача сделали аборт и очень тяжело переживают эту потерю. Очень печально, конечно, получается то, что врачи не объясняют девушке то, что действительно можно родить здорового ребенка, и с ним все будет в порядке, и с мамой все будет в порядке. А до сих пор советуют такие вещи. И действительно человек, когда находится в таком шоковом состоянии, он, конечно, доверяет врачу и слушает то, что ему говорят. Это было 8 лет назад. Узнала я, когда первый раз забеременела, сказал мне об этом врач, когда я была уже на 4-м месяце беременности. И она предложила сделать аборт. Я еще, скажем так, осталась жива. Жить не хотелось ничего. Не сделала аборт, наверное, только из-за того, что почувствовала первое шевеление малыша, и я не смогла его просто убить. Я решила рискнуть, и слава богу, что это сделала. Решилась на 2-го ребенка. В 2002 году я узнала о своем статусе ВИЧ. Трудно было принять его, как и сейчас в каких-то сферах мне трудно с этим жить. В том году у меня была такая ситуация, когда я хотела иметь ребенка, я пошла в женскую консультацию в репродуктивную, где, когда узнали о моем статусе, мне сказали, что такие, как я, не имеют права делать искусственное оплодотворение. И вообще в гинекологии я испытывала неприятные в свой адрес вещи, когда врач, узнав о моем статусе, просто рассмеялся мне в лицо и сказал, что, видно, свыше тебе дано не быть матерью, потому что, чтобы не мучился ребенок. Был период очень трудный, потому что у меня была депрессия, которую мне поставили врачи. Пытались и на лечение поставить, антидепрессанты, соники, еще что-то. Но я отказалась от этого. Nakkuse sain ma oma mehelt, nüüdseks siis juba eksmehelt, kes
kes sai selle omakorda ühelt lõtvade elukommetega daamilt, kes praeguseks jumal tänatud on Eestist lahkunud, sest muidu oleksin ma diagnoosist teada saades ta tõenäoliselt lihtsalt ära tapnud. Korraga oli kadunud tulevik ja ega ma selle mehega ka enam koos olla väga ei suutnud. Ainuke asi, mis mul veel jäänud on vanemad. Vanemad teavad ja vanemad toetavad. Aga ma ei leia endas seda usaldusressurssi, et veel kellegile öelda, et ma olen HIV-positiivne. Mu sõbrad mitte keegi ei tea. Tuleviku osas on suhteliselt tühi auk, sest kuidas ma saan isegi mõelda selle peale, et kunagi võiks mul ka oma pere olla või oma mees. Я в шоке, конечно, была. Пришла домой, посадила перед собой маму, говорю так и так. Она тоже в истерику вместе. Пошли в эту больницу, где мне сказали об этом. Что делать, как быть? Они говорят, ничего не делать, ничего не быть, медленно умирать и все ждать. В гинекологии мне вообще отправляли на аборт. Как бы без моего ведома ничего, пишут бумажки. Я говорю, а что вы делаете? Говорят, как что? Ну, на аборт тебя направляем. Я говорю, а почему? А что, мне что-то не так? Да, у тебя что-то не так, у тебя ВИЧ-инфекция. Я говорю, как, ну и что? Так это же у меня, а у детей, ну, а у ребенка не будет. С чего ты взяла? Я говорю, я не буду делать аборт. Вот у меня сейчас 2 детей, и все в порядке с ними, слава Богу. No diagnoosi saamine tegelikult mind ei üllatanud. Ma mingi hetk kahtlesin ka ise selles pikalt. No ja oma HIV-staatusest ei ole ma rääkinud ei sõpradele, ei kolleegidele ega vanematele. Ja Eestis elan ma täiesti aseksuaalset elu. Ma väga tahan siit ära kolida. Et kui on võimalik kedagi hammustada või kellelegi ära teha või ära panna, siis minu meelest on eestlane esimene, kes seda teeb. В моей семье случилась такая ситуация, что появился человек, у которого есть ВИЧ-инфекция, да, которого обнаружили ВИЧ-инфекцию. Он тоже уже умер, этот человек. Очень страшно, когда мы попадаем в какие-то ситуации, связанные с нашим здоровьем, да, неважно, какие это ситуации. Очень страшно оставаться один на один с болезнью. Очень страшно, когда ты не можешь найти в докторе понимание, наверное, какого-то, может быть, сострадания. Очень страшно, что умирают люди, которые могли бы жить, если бы их научили с этим жить. Я не стесняюсь того, что у меня ВИЧ, что у меня другие болезни. Я никогда не стеснялась этого. Я всегда врачам, всем друзьям, всем знакомым. Даже когда сидела в тюрьме, я первое письмо матери сразу написала: «Мама, у меня ВИЧ». Она мне написала: «Оля, я тебя любила, люблю и буду любить». В моей жизни очень много всего произошло с тех времен, как у меня появился ВИЧ. Но зато у меня 2 детей хороших. Я рада. Я ими забеременела тогда, когда у меня был ВИЧ. Я получаю детскую дотацию, я получаю пенсию 53 евро, детскую дотацию 76, я получаю прожиточный минимум 130, 260 в месяц на 3. Как хочется одеться там, обуться, все в гуманитарках, там, как бы так как-то обходишься. Ходишь там от церкви, там пакет еды дадут, там пакет еды, там монашки эти, как бы везде с миру паники, собираешь. Я столкнулся с такой проблемой, что я стал ВИЧ-позитивным человеком. И когда я узнал об этом, я очень был разочарован. И
не видел никакого смысла в жизни. Я видел этих людей раньше, у кого спит там или что-то, ну, очень последними людьми и низкими на самом деле. А когда сам столкнулся с этой проблемой, то мне стало тяжело просто. Тяжело поверить в это. И хотелось уйти от реальности. И у меня были попытки суицида, но они были неудачными, слава Богу. Меня возвращали врачи к жизни. Там в 3 месяца раз я сдаю анализы и проверяю, как моя иммунная система и вообще, ну, и я прихожу туда, и то отношение врачей, оно мне очень нравится, оно мне лежит, потому что оно не отталкивает меня. Ну, там люди открыты и готовы, видно, что у них желание, ну, помочь тебе не только ради того, что они получают зарплату, а именно, ну, которое из сердца, они видят проблему в этом, и они готовы как бы, ну, посвятить этому свою жизнь. Очень хочется, чтобы люди с ВИЧ чувствовали себя такими же полноценными членами нашего общества, чтобы они могли жить в этом обществе, работать, существовать, чтобы они не чувствовали никакой ни стигмы по отношению к себе, чтобы не чувствовали никакого дискомфорта, чтобы они могли смело ходить с открытым лицом, да, и говорить: да, у меня есть такая проблема, но я не боюсь ее, я живу с ней, у меня все хорошо, у меня хороший врач, у меня хорошая работа, у меня хорошие друзья. Вот это, наверное, самое главное. Я пришел к тому, что с ВИЧем можно жить. Можно жить, можно иметь детей, можно иметь жену. Есть очень много примеров тех, кто уже прошли этот этап в своей жизни. И единственное, я должен следить за своим здоровьем. Я бы хотела сказать миру: давайте будем добрее. Давайте делать добро. Я не призываю любить друг друга, это непросто. Это здорово, но это правда непросто. Просто быть добрее. Врач – это такой человек, которому можно рассказать все, по идее. И врач должен быть вот как к маме ты пришел, и все можешь рассказать, упасть на плечо, выплакаться или еще что-то. Врач должен быть такой же, как мама, заботливый, добрый, я не знаю, тактичный, корректный. Вот все вот такие вот качества в нем должны быть собраны. У меня будет семья, у меня будут дети, потому что, несмотря на то, что я ВИЧ-позитивный, есть хорошие препараты, которые я принимаю каждодневно, и они положительно влияют на мое здоровье. Люди, которые живут с ВИЧ, они достаточно активны, адекватные, и очень много интересных людей. Не надо там любить весь мир. Любите хотя бы тех, кто рядом, помогайте тем, кто рядом, и не осуждайте тех, кто рядом. Жизнь прекрасна.